15 марта 1994 года была принята первая Конституция Беларуси, установившая безъядерный статус Беларуси. 5 декабря того же года в Будапеште на саммите ОБСЕ руководители 3 стран – Клинтон от США, Мейджор от Великобритании и Ельцин от России – подписали меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Беларуси к договору о нераспространении ядерного оружия. В связи с присоединением Республики Беларусь к договору эти государства взяли на себя обязательство гарантировать территориальную целостность и суверенитет Беларуси. Такие гарантии могут априори существовать только для полностью безъядерной Беларуси. В этой связи заявление Путина о размещении ядерного вооружения на территории Беларуси от 25 марта 2023 года, вчера, в День воли, это яркая насмешка обоих диктаторов над территориальной целостностью и суверенитетом нашей страны. Это лишь еще одно свидетельство того, что для Лукашенко и Путина суверенитет Беларуси – предмет торга. Еще в июне прошлого года мы говорили о том, что диктатор, желая разместить в стране ядерное оружие, подвергает белорусов опасности. Лукашенко превратил нас в мишени. Второй день подряд из головы не выходят «Искандеры», которые Путин уже передал Лукашенко. «Искандеры», способные нести ядерные боеголовки. Сегодня мы все должны наконец понять, по приказу Путина его марионетка Лукашенко ведет нас всех в ад под названием «Война в Беларуси» и создает угрозу ядерной войны в нашей стране. Ведь Беларусь уже не просто страна-соагрессор. Беларусь теперь мишень на карте мира. При этом 4 августа 2022 года представитель МИД Лукашенко на конференции по договору о нераспространении ядерного оружия в ООН заявил, что все инсинуации по поводу изменения безъядерного статуса Беларуси, равно как и в отношении несоблюдения обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия, беспочвенны. И вот вчера Путин заявил о размещении ядерного оружия в Беларуси по просьбе Лукашенко. Давайте поймем, что Лукашенко – ядерный солдатик Кремля. Лукашенко относится к тому психотипу людей, которые всегда хотят быть в центре внимания. Вспоминая, что в бытность работы министром всегда получал советы не инициировать никогда ничего значимого без согласия диктатора, а все заслуги от результатов и прожекторы славы направлять только на бюст вождя. Кажется, какое это имеет отношение к озвученному Путиным решению о договоренности с Лукашенко разместить ядерное оружие в Беларуси? Лукашенко всегда хотел быть в центре мира, поэтому его мечты сменить больного Ельцина были не только мечтами, но и абсолютной реальностью в действиях. Он был в российских СМИ. Не то что был, он их просто зазывал прямо и косвенно. Он безустанно ездил в Москву, встречался со всеми политическими игроками в России, завоевывал российские регионы. Его вожделением был и есть Кремль. Но мечты сменить Ельцина остались только мечтами. Каким образом он мог достичь статуса пуп земли? Ответ в его голове был – ядерное оружие. Он неоднократно сожалел о том, что ядерное оружие было выведено с территории Беларуси, хотя сам же поставил подпись под Будапештским меморандумом в 1994 году, который в том числе предоставил гарантии суверенитета, территориальной целостности, безопасности, а не вечного правления Лукашенко, как хочет это видеть пропаганда и трактует режимный МИД, для Республики Беларусь за вывод ядерного оружия. Кстати, в этом же меморандуме Лукашенко подписал обязательство об удалении всех ядерных объектов с нашей территории. Однако в уме диктатора сложилась картинка. Первое. Вывод ядерного оружия – это историческая ошибка политического руководства молодой Беларуси. Второе. Возвращение ядерного оружия в Беларусь оградит его от санкций и международного давления за нарушение прав человека и свобод белорусов. Кто осмелится давить на страну с ядерным оружием? Так думает диктатор. Попробуем представить, чего сегодня хочет добиться диктатор размещением ядерного оружия. Первое. Лукашенко через возвращение тактического ядерного оружия в Беларусь хочет вернуть себе международную субъектность. Второе. Ядерное оружие в Беларуси, по его мнению, обеспечит диктатору пожизненное правление. Что же делать нам, белорусам? Осознать.
Первое, что Беларусь становится мишенью на карте мира, а мы, белорусы, под угрозой многочисленных жертв в случае ядерного конфликта. Второе, Лукашенко нелегитимен и не имеет права принимать данные решения. Таким правом обладает только белорусский народ. Третье, Лукашенко сделал очередной шаг по сдаче суверенитета нашей страны. Четвертое, размещение ядерного оружия приведет к значительному увеличению военнослужащих России на территории Беларуси и дает возможность России в любой момент ввести свои войска на белорусскую землю под предлогом защиты ядерного оружия. А размещение ядерного оружия России на территории Беларуси нарушает не только принципы Будапештского меморандума, но и принципы договора о нераспространении ядерного оружия. В 2003 году диктатор заявил: ядерное оружие – это оружие безумцев. Говорят, что признание болезни – первый шаг к выздоровлению. Но, похоже, диктатор неизлечим. Мы гостеприимный народ. Но пора заканчивать с гостеприимством. Мы таких гостей, а тем более подарков, не хотим на нашей земле. А значит, время действовать. Живи Беларусь!